Всем привет, я Алекс Курч, это канал Crazy Train, и сегодня мы начинаем небольшой цикл видео, посвященных релизам лейбла Nitro Atmospheric Records. И первый диск, который мы сегодня рассмотрим, я выбрал его случайным образом из всех высланных мне. Это довольно пожилой сплит 2016 года, сплит с группами Burnt, Astarium и Scalapendra Cingulata. Все три группы, все три части этого сплита имеют отношение к блэк металлу, хотя и подход у всех групп к этому стилю совершенно различный. Так, обратим внимание на обложку, как всегда. Это черно-белая обложка, где некий демон держит на своих руках мужчину и женщину. Задняя часть, буклет, задник с перечнем песен. Тут тоже кусочек вот фронтальной обложки. Ну и компакт-диск тоже примерно в том же ключе выполнен. Первая часть сплита и первый проект — это One Man Band из Новомосковской Тульской области, группа Burnt. Первая вещь начинается с такого атмосферного синтезаторного интро, которое мне как-то ничего хорошего вроде не посулило своей мелодикой, качеством и, скажем так, не оригинальностью. Но потом начинается самое интересное. Следующий за интро второй трек — это неожиданно очень быстрый, злой и низкочастотный black metal. Прямо то, что доктор прописал, правда не лишенный, конечно, клавишной поддержки на заднем плане, и очень клевым таким злобным скримом, причем разумно задвинутым на задний план. Да, второй трек, он весь быстрый, весь злой, весь мощный. И забегая вперед, скажу, что он на всем альбоме на всем сплите является моим фаворитом. Дальше тоже все продолжается примерно в том же ключе. Третья, четвертая вещь, они примерно так же построены, но они имеют в середине, также в начале и в конце всякие клавишные, такие атмосферные отступления, замедления. Пятый трек — это полностью амбиентное аутро. И скажу свое мнение, что вот эта часть сплита, она самая лучшая на всем сплите. И чисто мое мнение, если бы вот этих атмосферных клавишных каких-то замедлений, скажем так, брейков, которые ломают структуру вот этих злых блэковых песен, не было, то для меня это была бы просто бомба. Вторая часть сплита — это проект Astarium. Рулит им Николай Секирицкий. Кстати, он владелец лейбла Nitro Atmospheric Records, которым в кооперации с Narcoleptica Production был выпущен этот сплит. У этого проекта очень-очень много альбомов. Два из них я уже как-то раз обозревал, когда мы говорили о релизах Satanat Records. Николай крайне продуктивен, как я уже говорил, у его проекта масса релизов. Бывает такое, что в год он выпускает от 3 до 5 альбомов, сплитов, епешек, там еще чего-то такого. Ну, за исключением 2019 года, когда у него вышел только один альбом. Начинается все с такого атмосферного блэк металла, смешанного с дарквейвом. Я не очень в этом хорошо разбираюсь. Я думаю, что такой стиль можно назвать Dungeon синтом, может быть, с натяжкой. Поправьте меня, если у кого-то есть другое мнение. В моем понимании Dungeon синт — это как раз вот смесь электронной музыки, какого-то дарквейва, синтезаторного с элементами black metal. Вообще в этой музыке очень-очень много синтезаторов. Здесь как бы нарочито программированные барабаны. Есть легкое такое отдаленное сходство с саммонинг, но здесь скорее все более вот именно синтетическое. Второй трек примерно в том же духе выполнен, именно вот такой около блэковый Dungeon Synth, но в этой песне есть такие довольно продолжительные куски, такие части, которые скорее ближе к быстрому симфоблэку. Третья вещь — это почти полностью ambient, да не почти полностью, а полностью ambient, такой со звуками капающей с потолка то ли пещеры, то ли темницы капель воды.
все это переходит в четвертую вещь, которая типична для вот этого проекта. Это опять такой атмосферный блэк, смешанный с Dark Wave, что ли, не знаю, как правильно сказать. И еще чисто мои такие ассоциации, что мне вся эта музыка навеяла, вот эти синтезаторные партии мне почему-то местами напоминали культовый фильм «Семейство Адамсов». Третья часть сплита — группа Scala Pendra Cingulata. Ранее они базировались в Казахстане, а теперь в Уфе, в России. Не знаю, целым составом они перебрались или только некоторые участники. Вот эта группа, эта часть сплита наиболее имеет отношение к raw black metal. Raw, то есть сырой black metal. В этой группе очень интересные сэмплы, которые попадаются и в середине песен, и которые бывают в начале и в конце треков. Это выдержки из каких-то старых советских фильмов, по всей вероятности, советских сказок. Да и что там говорить, сама музыка по своей мелодике и по своей атмосфере мне вообще напомнила саундтрек вот к таким советским фильмам типа «Морозко», я не знаю, «Садко», что-то такое. Если бы представить себе, что вот идет главный герой, что-то напевает такое, и вдруг из кустов выскакивают такие вот сказочные разбойники или какая-то сказочная нечисть, и на заднем плане начинается именно вот такая вот музыка. Вокал у этой группы представляет из себя такой каркающие крики какой-то вот этой бабы-яги из таких советских фильмов. Ну, песен Blackout всего 2, а последний это 10-минутный такой здоровенный эмбиент. Знаю, что любителей вот Black Metal и атмосферик Black Metal и Dungeon Synth у нас в стране и вообще во всем мире достаточно много, поэтому этот сплит я им рекомендую в полной мере. Особенно рекомендую первую группу Burn, хотя вроде от нее уже давненько ничего нет, они выпустили всего 2 релиза. Ну, может быть, посмотрят видео, скажут: о, мы понравились чуваку, может быть, запишем еще что-нибудь. Спасибо Nitro Atmospheric Records за то, что мне этот диск прислали, с удовольствием ставлю его на полочку. Всем, кто меня посмотрел, желаю слушать отличную музыку, ставить ее все в коллекцию, ставить мне лайки и подписываться на канал, если меня случайно где-то увидели. Ну, а на этом прощаюсь. Мир вашему дому.